Кайфуешь, да? Кайфует котик. Поел, сытый. Всем привет, ребята. Доброе утречко. У нас оно вот такое вот пушистое. Да, Филюш? Сонька за Сонька. Как всегда, куда мы идем? На кухню идем. Да, с чего начинается мое утро? Начинается с кухни. Давайте с вами испечем хлебушек. Так вот он у меня поднялся. Испечем. Такие у меня цветочки тут стоят. Осенние. Такие цвета необычные, не яркие. Я видела, что бывают такие розовые, голубые, но чтобы вот такой вот. Как они называются? Напомните, мне забыла. Не хризантемы случайно? Нет, не хризантемы. Забыла я. Я сразу духовку грею с кастрюлей, пока она согревается. 250 градусов должно быть. Я подготовлю хлебушек. Время 10:45. Как раз сейчас хлебушек испечется. Дети придут со школы. Лео проснется после ночной смены. И будем обедать. Сегодня мы поедем к врачу. Нам нужно Ксюшу забрать в 2 часа со школы. В 2:30 у нас прием. Я надеюсь, мы успеем. Посмотрим, что ей сегодня скажут, что пропишут. Надо водичку поменять, что они подсыхать стали. Какие-то лишние ветки. Ой, тут цветочек один поломался. Настроение хоть поднимают. Мне нужна мука. Сегодня я хочу попробовать с открытой крышкой испечь, потому что у меня хлебушек получился 1 килограмм. Получается, муки я 700 грамм добавляла. Обычно я добавляю 500. И я так думаю, что он у меня будет, когда поднимется, он прям может упереться в крышку. Пузырики. Тут воздух. Все, оно уже поплыло. Ерунда какая-то. Вообще неудачный. Ой, господи. Сегодня хлеб не получится. Слишком жидкое тесто получилось. Водичку наливаем. По новому рецепту сделала, больше делать не буду. Буду делать как всегда. Ой, жалко. Когда начинаешь что-то новое пробовать, обязательно что-то не так будет. Лучше по старому, проверенному рецепту. Ой, что-то там бабахает. Хлебушек пусть выпекается. А я займусь тогда обедом. Вообще обед у меня есть. Со вчерашнего ужина остались и в тельке, но Каролина не оценила. Не понравились они ей, поэтому я ей приготовлю другое. Очень привередливая к еде, прям очень-очень. Макс еще как-то начинает вроде все есть потихонечку. Но Каролина это вообще, это из овощей она ест только картошку, морковку в сыром виде. И все. Из овощей больше она ничего не ест, только картошку. Ни огурцы, ни помидоры, ничего такого она не ест. Не знаю почему. Макс уже немножко потихоньку начинает как-то пробовать, потому что он тоже ничего не ел, никаких овощей. Брокколи он может съесть. В сыром виде вообще овощи никакие не ест. Ни помидоры, ни огурцы. А если приготовить, то тоже картофель. Ну, лук может, если там прям мелко-мелко будет ему лук нарезан. Да когда я варю борщ, я им наливаю без ничего. Ну, иногда картошечку закину. Просто бульон с хлебом и все. Вот так вот они едят борщ. Вчера вот приготовила тефтельки. Здесь только курица и картофель. И кабачок. Вот она ест, если кабачок прям очень-очень мелко, прям чуть ли не в пюрешку натерт. Она попробовала, сказала нет, не нравится ей. У меня прям целый квест приготовить что-нибудь поесть и из таких продуктов, которые она не ест. Но чтобы она это не заметила, потому что если она это заметит, то все, я проиграла. Она это есть не будет. Так, Маргарита меня попросила купить ей билеты на концерт, потому что она на работе, и сегодня в 10 часов утра начинают продавать билеты. Сейчас я покажу, на какую группу. Так, Лео поменял пароль на компьютере. Теперь бы его вспомнить. Сам концерт будет аж на следующий год, в мае. Но билеты уже продают сейчас. Вот она меня попросила зайти, посмотреть вообще какие цены и попробовать купить. Так, получается 5 мая, аж на следующий год концерт. Вот так вот называется группа. Может, кто-нибудь знает. Билеты есть. Билеты, вот они билеты. 91,90. Еще здесь были за 106 и были за 84.
франка. Вот это вот 84 франка, это стоячие места. Вот эти вот 2 сидячие. Ой, я выбрала 1, а мне нужен 2. А я выбрала 1 билет, она мне сказала 2 купить. Она даже не знает, с кем она еще пойдет, но она сказала купить 2, потому что одна она не пойдет. А можно же выбрать места, наверное. Тут даже места не получается выбирать почему-то. Достала я хлебушек. Вроде он поднялся. Я, конечно, не ожидала. Так, теперь как тебя достать отсюда? Не ожидала, что он так поднимется. Ой, такая булочка получилась. Корочка сильно толстая, мне кажется. Пакетик остался с ньокки. Картофельные ньокки. Это, знаете, как ленивые вареники. Потому что здесь они сделаны из пюре картофельного и мука. Поэтому можно сказать, что это ленивые вареники. Придется готовить в гриле, потому что у меня нет сливок. У меня закончились сливки. Тут курочку ели. Ой! Сливочки закончились. Я вчера готовила. В принципе, получился неплохой. Корочка, мне показалось, что она была толстая, но нет, нормальная. Просто она была жесткая, так как только из духовки достала. Хлебушек такой вот мягенький, пористый. Все нормально, просто вид у него не очень. Вчера где-то лазил по кустам, поцарапал себе лицо. Мне в школе не спрашивали у тебя, кто это тебя так? Иди сюда, я тебя на ручки возьму. Был такой вопрос, читала я комментарии. Подписчица уже несколько раз спрашивала, кстати. Спрашивала, какая у нас национальность, какие национальности. И хотела вот сейчас вот ответить на этот вопрос. Мне интересно, что думают насчет этого Макс с Каролиной. Ты себя кем считаешь по национальности? Как мама или как папа? Ты швейцарка? Ты считаешь, что... Нет, ты себя считаешь швейцаркой? Русской? Кем? Чилийкой? Никем? Папа. Как папа? А ты себя кем считаешь? Какая национальность? Моя русская? Ты русский? Ты считаешь себя русским? Мне интересно, напишите в комментариях, внешность какая у них, на кого больше похожа, на латиноамериканцев или более европейская внешность. Если прям вот углубляться, далеко-далеко смотреть на родственников, на моих. Со стороны моей мамы, я вообще думала, моя бабушка со стороны мамы, что она русская. Как оказалось, потом мне уже сказали, что в роду у нее вообще не было русских, в роду у нее украинцы и польские евреи. Почему у меня русские корни? Мой дедушка, папа моей мамы, он русский, с Ленинграда. Мой папа родился в России, он русский. Насколько я знаю, что больше там нет никаких корней, только русские корни у него. Мне даже, в принципе, и спросить не у кого, если вот так вот прям уточнять. Поэтому, получается, у меня русские корни, украинские, еврейские, польские. Смотрим дальше. Маргарита с Ксюшей. Там тоже, насколько я знаю, со стороны отца тоже есть русские, есть украинцы. Если смотреть по фамилии, то там тоже есть украинцы. Получается, Маргарита с Ксюшей плюс-минус так же, как и я. У Макса с Каролиной там вообще намешано коктейль целый. От меня они взяли корни русские, украинские, еврейские, польские. А разберем Лео. У Лео там тоже намешано, кого там только нет. Начнем с того, что он родился в Чили. У него бабушка швейцарка. Не чистая швейцарка, там еще есть немцы. И еще ходили слухи, что возможно, там где-то были русские. Это как бы еще не 100%, но были такие слухи. Получается, немка, швейцарка и еще, может быть, где-то русские там есть. Это со стороны мамы, получается. И еще со стороны мамы Лео есть чилийцы. Со стороны отца есть испанцы, мексиканцы. У Макса с Каролиной, получается, давайте посчитаем, сколько у них. С моей стороны русские, украинцы, евреи, поляки. Со стороны Лео швейцарцы, немцы, кто еще там, чилийцы, испанцы, мексиканцы. 9 национальностей у Макса с Каролиной. Вот так вот. Кого они больше похожи, я не знаю. Вот так вот у нас многонациональная семья. Они метисы. Так вроде называют людей, у которых много национальностей. Да, Бонни? А ты немка у нас. Бонни у нас немецкий шпиц. Немка. Очень интересно, конечно. Сколько вообще время
Мне нужно пойти помыть голову. И за Ксюшей. Папа еще спит. Время 12:30. Через полчасика я разбужу Лео. Пойду я помою голову. Я думаю, за минут 15-20 мы доедем. Такие сегодня дела. Все, Каролина снимает свою декорацию для Хэллоуина. Теперь у нас что? Новый год, Рождество. Ты это все выбросишь или оставишь на следующий год? Оставишь? Только нужно куда-нибудь в коробочку, наверное. Она опять стол переставила. Он уже как только не стоял. Теперь он так стоит. Тебе так удобней? Так долго, говорит, я украшала, и теперь это все снимать надо. Микрофончик. Спрашивали, как я отрастила такие длинные волосы. А никак, они сами растут. Я ничего не делаю. Я не пользуюсь никакими специальными масками, не пью никакие таблетки. У меня, наверное, просто это генетически вот так вот. Они очень быстро растут. Я последний раз подстригалась, прям вот коротко. Ну, половину отстригала. Последний раз я подстригалась лет 5 назад. Где-то, наверное, вот так вот. Вот. Ничего не делаю, абсолютно ничего. Я раз в год только немножко подстригаю. Сухие кончики, если совсем они прям сухие. Я, может быть, так вот, наверное, может, где-то вот так вот отрежу. Все, не больше. Поэтому я даже не знаю, что сказать. У меня волосы сами растут. У Каролины точно так же. Она, наверное, от меня это взяла. Немножко по структуре у нее другие волосы, более прямые, тяжелые, но растут они тоже быстро. Я когда вышла замуж, у меня волосы были ниже попы. Потом, насколько я помню, родился Макс. Я обрезала. Половину, даже больше половины я обрезала. У меня даже где-то там коса лежит моя. Вот. И после этого я вот потом еще раз обрезала волосы, тоже половину, отрастила их до талии, даже ниже, и обрезала снова. 2 раза я уже обрезала свои волосы. Если бы я их вообще не состригала, они бы уже на полу у меня там где-то волочились за мной. Не знаю, сколько я еще буду отращивать, потому что мне уже поднадоедает. Начинает надоедать эта длина. Вообще я хотела прям вот эти вот окрашенные концы все срезать, чтобы у меня остался только мой цвет волос и больше не красить. Потому что, видите, у меня получается отличается от моего цвета кончики. Видно, что крашеные. Я хотела их вот так вот обрезать. Пока хожу так. Как у Каролины, конечно, я навряд ли я буду отращивать, буду срезать. И она тоже пока срезать не хочет. Она сказала, что она до пола, прям до пяток будет отращивать. Насколько у нее хватит терпения, насколько у нее хватит вот это все ухаживать за ними, расчесывать. Моет она их сама. Я уже ей не мою волосы, не помогаю, она сама их моет. Поэтому как надоест, срежет. У нас, оказывается, батарейки нет. Лео забыл зарядить машину. У нас 52 километра только. Нужно быстренько хотя бы минут 5 зарядиться. В принципе, мы доедем до туда, вот обратно. Обратно до другой зарядки далеко. Поэтому сейчас 5 минуточек. Вот он один из минусов электроавтомобилей, что нужно постоянно планировать зарядку заранее. Сейчас вы бензином заправились и поехали. Тут надо ждать. Сейчас же еще холодно, поэтому зарядка разряжается еще быстрее в холодную погоду зимой, потому что нужно больше энергии тратить и подогревать машину и все, в общем. Вот она, Сюсечка наша, ждет. Нам нужно было переобуться, а Ксюша не захотела. Там полочки с тапочками. Разуваешься, надеваешь такие эти, как их называют? Типа кроксы, да. Кроксы берешь по размеру. А Ксюша брезгует. Она думает, непонятно, кто там обувал, да? Лучше босиком походит. Мы опоздали, но нас еще не приняли. Мы на 8 минут опоздали. Все равно ждем. Так что можно опаздывать. Все, ждем врача. Зачем они тебе дали? А, что ты была? А, чтобы в школу тебе показать. То, что она пропустила сегодня урок. Чтобы показать на работе в школе. Что ты сбежала с уроков. Сейчас Ксюше капельницу как бабахнут. Выпрыгнешь. Убежишь. Ну, ты можешь сама решить, что ты хочешь, капельницу или таблетки.
Ксюша нас угощает Макдональдс. У нас пауза, пока мы машину заряжаем. Мороженка. Конечно, сейчас не кстати. Холодно. Мороженое есть. А Ксюша заказала себе чокупай. И тоже мороженое. А папа картошку с чикеном каком-то... Как называется? Криспи чикен. Ой, ты упаковала дверь? А это куда вешать будешь? Это вот так, вот. А у нас случайно это гирлянда не на елку была? Нет. Точно? Да, мама, это надо. Я уже не помню, какая у нас гирлянда для елки была. Так не порви ее, Каролина, будешь дергать, она же порвется. Она не будет на скотче держаться. Ты что, она же тяжелая для скотча. Чё на все? Еще не все? Ну что ты еще будешь? Нет, не туда не надо его вешать. Нет, есть. А, я думала, ты на гирлянду хочешь повесить. Красиво у тебя получилось. Оригинально. Это как Ксюша хотела у нас только в коридоре сделать. Но у Макса тоже вот звездочки висят. Все? Да, мама. Happy New Year! Merry Christmas! Настроение какое-то не новогоднее, если честно. Такое ощущение, что еще рано. Настроение еще не пришло. Вроде сколько осталось? Осталось чуть меньше, чем 2 месяца. И будет Рождество и Новый год. Твой будешь тогда день рождения у Каролины. Нет, сначала у Макса. 13 декабря. И 17 декабря у Каролины. Найди какой-нибудь пакетик, коробочку и убери все эти декорации, не знаю, куда-нибудь. Ой, ладно, будем мы собираться спать. Пойдем мы отдыхать, время уже почти 11. Завтра у нас суббота, не знаю, чем мы будем заниматься. На улице такой туман, Маргарита уехала на мотоцикле с друзьями играть в бильярд. Там такой туман. Ничего не видно, дороги не видно, не знаю, как она поехала. Когда приедет, тоже не знаю. Сказала, не поздно. Все, Макс, давай выключай игру. Собираемся спать. Отдыхать.